Я рада приветствовать вас на канале Клубок желаний. Сегодня я хотела поговорить с вами, какие же мерки нужно снимать для вязания носочков. Основные мерки, которые нам нужно знать, это длина носочка и сколько же петелек набрать для резинки. Перед тем, как поднять этот вопрос и рассказать, какие же мерки нужно снимать, я пролистала литературу, посмотрела, как же вяжут другие девочки, и сделала вот такую сводку, и хочу поделиться с вами. Первый размер, который нам нужно снять, это длина носочка, которую нам нужно связать. Буду рассказывать на своем примере, у меня 37 размер ноги. Первый метод определения длины стопы – это просто померить. Вы становитесь на пол всем своим весом и измеряете длину стопы от пяточки до конца большого пальца. Длина моей стопы 24,5 сантиметров. Но есть ситуации, когда у вас нет возможности измерить длину стопы, например, вы вяжете под заказ или в подарок не хотите раскрывать свой сюрприз, тогда длину стопы можно определить, зная размер обуви. Для этого нам размер обуви надо разделить на 3 и умножить на 2. Для меня это 37 размер я делю на 3 и умножаю на 2, получается 24,66 сантиметров. И вот эта расчетная длина стопы почти идеально совпадает с измеренной моей длиной стопы. Поэтому я очень часто применяю этот метод, когда у меня нет возможности измерить стопу. И третий вариант – это по таблицам. Их существует очень множество, они размещены у нас в интернете. Но я редко пользуюсь этим методом, потому что, исходя из этих таблиц, по моему размеру обуви длина моей стопы должна быть 23,5-24 сантиметров. У меня такой разбег в размере не устраивает, поэтому этим методом я никогда не пользуюсь. Вторая мерка, которая нам необходима, это определение ширины резинки. То есть нам нужно знать ширину резинки и нужно знать, сколько же петелек нам нужно набрать. В классическом вязании носков считается, что сколько мы набрали петелек на резиночку, столько же петелек должно быть вот здесь в голенище, и столько же петелек должно быть вот здесь в этом месте после провязывания пяточки и провязывания клиноподъема. Независимо от того, какую мы будем пяточку вязать, вот такую прямую или будем вязать пяточку бумеранг. Поэтому, чтобы нам знать, сколько петелек набрать на резиночку, нужно снять следующие мерки. Первое – это мы снимаем обхват в подъеме, вот в этом месте. По-другому он называется большой обхват, и мой большой обхват 23 сантиметров. Зная этот обхват, мы умножаем на плотность вязания своего, например, 2 петли в сантиметре, получаем 46 петелек. То есть на резиночку мы наберем 46 петелек, провяжем резинку, 46 петелек здесь будет в голенище, и после клиноподъема у нас вот здесь также будет 46 петелек. Этим методом я пользуюсь чаще всего. Следующий метод, когда измеряют обхват в щиколотке и косой обхват вот здесь вот прямо под пяточку. Складывают этих две мерочки и делят на 2. В моем случае обхват щиколотки 20,5 сантиметров, косой обхват 30,5 сантиметра. Мы складываем два этих значения, делим на 2 и получаем 25,5 сантиметра. Этот метод используют в том случае, когда у человека полная нога и большой подъем. Следующий метод определения, когда измеряют косой обхват
И вот здесь вот обхват малый, где находится вот косточка у большого пальца. Мой косой обхват 30,5 сантиметров, малый обхват 21,5 сантиметра. Нам нужно сложить два этих размера и поделить на 2. В моем случае получится 26 сантиметров. Этим методом пользуются, когда у человека высокий подъем, и вот здесь вот бывают ноги, когда вот эта косточка очень сильно выпирает, и здесь очень широкая нога. Тогда пользуются именно вот этим методом. Четвертый метод, когда у человека и полная нога, и высокий подъем, тогда измеряют 3 мерки, берут, обхват по щиколотке, косой обхват, и вот здесь вот обхват в подъеме, то есть большой обхват. Складывают этих 3 показателя и делят на 3. В моем случае это получится 24,66 сантиметров. И последний метод, которым я также активно пользуюсь, определение ширины резинки, исходя из длины стопы. Если у человека небольшой объем и не полная нога, то из длины стопы я отнимаю 1 сантиметр. В моем случае 24,5 минус 1 сантиметр получается 23,5 сантиметра. То есть этот размер очень близок к тому размеру, который мы снимали в первом случае. Но если же у человека полная нога и высокий объем, то я не отнимаю этот 1 сантиметр, а считаю, что ширина резинки должна соответствовать длины стопы. Я пользуюсь двумя основными методами определения. Когда у меня есть возможность, я измеряю стопу и определяю обхват в подъеме. И обхват в подъеме я умножаю на плотность своего вязания и получаю количество петель, которые мне нужно набрать для резиночки. Второй же способ, когда у меня нет возможности измерить ногу человека, то я вычисляю длину стопы, исходя из размера обуви, и ширину стопы определяю, отнимая 1 сантиметр или не отнимая 1 сантиметр от длины стопы. Выберите свой оптимальный метод расчета и вяжите с удовольствием.